И зимой, и летом всегда хочется какого-то вкусного и прохладного напитка. Поэтому сегодня приготовим самый простой, самый вкусный апельсиновый напиток или же домашнюю фанту. Всем привет! Для приготовления домашней фанты нам понадобится 2 апельсина и 2 небольшие морковки. А дальше делается все очень легко и очень просто. Апельсины разрезаем на небольшие кусочки прямо в чашу блендера. Это для того, чтобы блендеру было легче с ним справиться. Если у вас нету блендера, можно использовать мясорубку с мелкой решеткой. В этом приготовлении апельсины замораживать не нужно. Полностью всю морковку тоже нужно будет нарезать на небольшие кусочки, но сразу в блендер ее отправлять не нужно. Вначале в чаше блендера на максимальных оборотах хорошо перемалываем полностью все апельсины, а затем постепенно в блендер добавляем полностью всю морковку нарезанную и тоже очень хорошо все перемалываем. И после того, как вы все перемололи, нам понадобится кастрюлька минимум на 3 литра, и в нее отправляем полностью все перемолотые апельсины с морковкой. Ну а затем все, что есть в кастрюле, нужно залить 2 литрами холодной воды. Очень хорошо все перемешиваем и отправляем кастрюлю на плиту. Нам нужно ее закипятить. В это же время на соседней камфорке нужно установить еще одну кастрюлю с водой минимум 3 литра и тоже нужно ее закипятить. И после того, как апельсины с морковкой закипели, огонь под кастрюлей делаем самый маленький и в таком вот положении кипятим все 2-3 минуты, не больше. Когда кастрюля закипит, обязательно все помешивайте, чтобы вам ничего нигде не вспенилось и не убежало. Ну а после того, как прокипит 3 минуты, выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем в таком положении до полного остывания. После того, как все хорошо остыло, у меня прошло примерно 5 часов, я взял ведро, и в это ведро нужно будет отправить полностью все, что мы варили. Сначала из одной кастрюли, и также сюда мы отправляем просто прокипяченную воду 3 литра. Сюда же нам нужно будет отправить 15 грамм лимонной кислоты, это примерно 1 столовая ложка, и пол-литровую банку сахара. Дальше все очень хорошо перемешиваем до полного растворения сахара и лимонной кислоты. Ну и конечно же в конце нужно будет все хорошо процедить. Я буду использовать вот такое вот мелкое сито, но можно также использовать медицинскую марлю. Ну а по итогу у нас получилось 5 литров вот такого вот очень классного апельсинового напитка. Кто-то это может назвать соком, но я бы сказал, что это больше похоже на фанту, но без газа. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот очень вкусный и простой в приготовлении рецепт домашней фанты, которая в 100 раз вкуснее и полезнее магазинной. Рекомендую вам попробовать, приготовить, побаловать своих родных и близких, и я уверен, они долго не захотят покупать магазинные соки и фанту. Обязательно поставьте лайк этому ролику, поделитесь им с друзьями. Также посмотрите, как приготовить лимонад. Ну а мы с вами встретимся в следующих видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!